Приветствую вас, дорогие. Приветствую вас. Рад видеть вас, рад быть с вами в общении. Хочу поделиться с вами мыслями, которые Господь положил мне на сердце. Алан Андреевич, прошу вас, возьмите микрофон, лучше слышно. Да? Я привык без микрофона, ну ладно. Может быть... Не слышно, не работает. Александром президиум. Ну, пока настраивают, Поближе сядьте. пока настраивают микрофон. Да, слышно и так. Я тоже так думаю, что слышно, но Это если... проблема голову зубов. Да. Но если нет, то пока настраивают микрофон. Вы знаете, хочу поделиться некоторыми мыслями, которые Господь положил мне на сердце. Вы знаете, в большинстве случаев те из нас, которые вот стоят на этом месте, на кафедре, да, проповедуют Слово, нужно признаться в том, что часто мы много знаем, больше знаем, но меньше делаем, да, то есть можно сказать, проповедуем в аванс, имеется в виду, что мы говорим другим, как нужно, мы знаем, как нужно, но, к сожалению, когда дело доходит до дела, то часто мы сами оказываемся, может быть, не на той высоте, на которой бы мы хотели быть, или на той высоте, которую мы говорим другим. Вот нужно так делать, но когда дело доходит до дела, бывает не совсем так. И потому я, например, сторонник практического христианства. Да, говорить можно много, преподавать можно много, учить можно много, но, знаете, в конечном итоге значение будет иметь то, что ты делаешь, твои дела. И вот один хороший стих, вот сестра Юля, которая приходит на изучение Библии в четверг, она знает, я хочу вам прочитать, как бы вот такой, знаете, может быть, заряд, да, или такой, как бы, предисловие, да, из послания Якова. Смотрите, что написано. «Будьте же исполнители слова, а не слышатели, только обманывающие самих себя». Слышать можно, внимать можно, изучать можно. Тут даже написано, что нужно и слушать Слово, и вникать в Слово, и пребывать в Слове. Да? Это все нужно, но только тот, кто исполняет Слово, вот только тот будет иметь полное благословение. Не слушающий, не пребывающий, не вникающий, а исполняющий. Поэтому я, например, сторонник так называемого практического христианства. То есть христианство, которое как бы не просто сводится к тому, чтобы рассказать о каком-то стихе или рассказать о каком-то отрывке из Библии, взять, может быть, послушать пример другого человека, а именно что я могу конкретно применить в своей жизни и что я могу из этого посоветовать другому человеку. И вот сейчас сестра Надежда молилась о Молдове. Очень хорошая молитва. Мы тоже молимся и о Молдове, и о других странах, и о Израиле, и об Америке, там, где мы жили. То есть это все страны, которые нам близки, Украина и Россия. То есть это те страны, которые сейчас вовлечены в конфликт. Вот. И мы молимся, но, опять же, можно молиться по-разному. Можно молиться, как говорится, как кому на сердце положит Господь, да. Но вот, если бы вам довелось, я понимаю, что, возможно, это не будет, а кто знает, а может и будет, если вам довелось прийти в парламент Молдовы, и у вас была бы одна возможность вот обратиться, скажем, к депутатам, там, да, вот что бы вы им посоветовали? Представьте себе, я понимаю, что этого не будет. Нет, ну давайте представим себе, вот такая возможность. Что бы вы посоветовали им? Вот какой бы вы совет им дали? Как вы думаете? Вот мы как бы здесь гораздо давать советы всем. Да? За спиной, за глазами мы гораздо судить всех и вся, как хотим. А вот что бы мы сказали им? Какой бы совет мы им дали, чтобы действительно это дельный совет, знаете, не просто так вот, как бы, ну, я был, вот меня сфотографировали, а вот дельный совет, который действительно работает. Вот что бы вы им посоветовали? Я вам даю несколько секунд, чтобы вы размыслили, подумали, вот, и можете даже высказаться. Да, если есть у вас какие-то мысли, какие-то желания, что бы вы хотели им сказать? Чтобы оно действительно А имело... если бы вы хотели сильно им подсказать, они все равно нас не пустят туда. Это не важно, но допустим, мы просто говорим, я понимаю, что это может не случиться, да, но мы никогда не знаем, мы думаем, что это не случится, но все может быть, но, допустим, у нас есть такая возможность обратиться. Потом мы будем говорить немножко о другом, потом я буду спускаться на землю уже, да, то есть сейчас мы немножко как бы в облаках летаем, да, то есть
такие моменты, которые как будто бы нам недоступны. Но потом мы будем спускаться на землю. Поэтому давайте начнем с этого. Вот, что бы мы сказали, или какой совет мы дали бы Молдове? Да, вот Молдове, да, вот просто, знаете, люди уже даже бывает выходят на площади и обращаются к Молдове. То есть или к людям, ну, которые собрались, это как бы лицо Молдовы. Вот мы хотим вам сказать, делайте то, голосуйте за нас, или там, не знаю, еще, как говорится, следуйте за нами. Вот мы вас доведем до светлого будущего. Мы вам обещаем это. Поэтому вы нас слушайте. То есть какой бы совет вы дали таким людям, которые вот собрались на площади, и у вас есть возможность к ним обратиться? Как везде и всюду, покаяние. Больше любить свою страну. Смотрите, давайте прочитаем с вами 130, какой псалом? Сейчас, 143 псалом прочитаем с вами, да? И прочитаем с вами с 12 стиха по 15. «Да будут сыновья наши, как разросшиеся растения в их молодости, дочери наши, как искусно изваянные столпы в чертогах. Да будут житницы наши полны, обильны всяким хлебом. Да плодятся овцы наши тысячами и тьмами на пажитях наших. Да будут волы наши тучны, да не будет ни расхищения, ни пропажи, ни воплей на улицах наших. Блажен, то есть счастлив народу, у которого это есть». Это то, что нам пытаются вложить и влагают от начала этого века. Вот если вы за нами пойдете, вот если вы за нами пойдете, вот если вы за нами пойдете, вот если вы за нас проголосуете, вот так будет, будет светлое будущее, мы обещаем вам. Ну, то же самое тут написано. И житницы полны, да, и овцы плодятся, и расхищения не будет, то есть ни преступности не будет, ни воровства не будет, все будет, мы тоже вам обещаем. И Библия тоже обещает, но Библия обещает. И в конечном итоге я нарочно не прочитал последнюю часть этого стиха, потому что там написан рецепт. Рецепт. Блажен народ, у которого Господь есть Бог. Господин, главный, да, президент, будем так говорить, не знаю кто, главный есть Бог. Ни партия, ни какой-то человек, ни какой-то инвестор, ни Запад, ни Восток, ни Север, ни Юг. Господь, Господь, обратитесь к Нему, покайтесь, смиритесь, да? Примите Его, живите по Его законам, другими словами. Вот, пожалуйста, рецепт для Молдовы. Да, мы хотим, чтобы были благословения, вот эти все. Мы хотим, мы молимся, но когда дело доходит до дела, сказать, то, что нужно делать, оказывается, нужно обратиться к Господу, нужно покаяться, нужно смириться, нужно дать Ему возможность. Хорошо. Ну, опять же, как мы говорим, давайте будем спускаться с небес на землю. Возможно, у нас такой возможности и не будет, да, то есть обратиться к парламенту или там с площади, где-то можно... Хотя никто не знает, все может быть. Знаете, иногда нам кажется, что этого не будет, а оно может быть. Ну, давайте подумаем тогда, а вот какой совет мы можем дать, например, нашим детям? Сегодня будем смотреть, какой мы совет можем дать разным людям, да? Вот нашим детям. Я думаю, что у вас у всех есть, ну, дети точно есть, может быть, внуки есть, может быть, правнуки есть. Вот какой совет вы можете им дать? Вот что бы вы им посоветовали? Детки маленькие, ну вот даже этот мальчик Ренат, он уже побольше все-таки, а вот маленькие детки такие, которые только начинают понимать, но еще, может быть, как говорится, не все понимают. Вот что им можно сказать? Вот что им можно дать? Да? Вот какой совет вы бы им дали? Если мы к ним относимся с любовью, значит, они потом это воспринимают. Ну, понятно, конечно, любовь нужно показывать, заботу нужно показывать, хороший пример давать, но все-таки вот какой-то совет, вот знаете, как бы, совет как-нибудь учить, да, то есть научить чему-то, да, вот что в первую очередь, чему их нужно научить, да, вот, то есть какой бы совет вы им дали, вот как родители, как бабушки, дедушки, прадедушки, вот какой бы совет вы им дали, чтобы он, знаете, действительно был ценный, запоминающийся и который бы действительно отложился у них и дал в конечном итоге плод. Вот какой совет вы можете им дать? Чтобы они с детства научились слушать. Слушать папу и маму. Совершенно верно, совершенно верно. Научиться слушать. Совершенно верно, конечно. Давайте с вами откроем послание к Колоссянам. Послание к Колоссянам и прочитаем с вами 20 стих. Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу. Да? Интересно, что не написано, да, вот, что дети, будьте послушны только родителям верующим. Да? То есть не написано так. А написано, что всем, да, во всем послушны. Да?
Ну вот, да. Вот, то есть, понимаете, интересно, да, вот это то, чему нужно дать ребенку научиться, понять, что им нужно быть послушными во всем. Понимаете? Вот, потому что послушание это то, что требует Господь. Он говорит, послушание лучше жертвы. Послушание Господу лучше жертвы. Это стих, который записан был в первой книге Царства, да, когда царь Саул, первый царь Израиля, ослушался Господа, принес жертву, когда не нужно было приносить. Да? Вот, поэтому Самуил, который обличил Саула, говорит, послушание лучше жертвы. Поэтому тот совет, который вы можете дать своим детям, да, внукам, правнукам, слушайте своих родителей. Отсюда начинается правильный путь. Послушание маленьким детям. Хорошо, ну вот уже детки подросли, да, детки подросли, уже период так называемого юношества, да, или сегодня мы называем это тинейджерство, да, то есть уже как бы они понимают больше, да, то есть они уже понимают как бы жизнь немножко по-другому, уже как бы уже вышли из этих пеленок, да, как мы говорим, то есть понимают больше. Вот что можете им сказать? И знаете, это сегодня я так называемое потерянное поколение. То есть это то поколение, которому мы уделяем, наверное, менее всего внимания. Они вроде бы не маленькие уже, знаете, как за маленькими детьми. Ты ходишь везде, смотришь, чтобы где-то куда-то не залезли, где-то что-то там не случилось. И еще не взрослые, да? И ты их, знаете, как не воспринимаешь, они как-то вот между и взрослыми, и детьми, и вот они как-то выпадают часто из внимания. У нас тоже есть такой мальчик, один Антон, и вот ему как раз 13 лет, и вот действительно мы вот замечаем, что, знаете, как бы у нас есть и меньше него, есть и больше него, тем больше они уже становятся как бы на ноги, их нужно как бы давать им такое более серьезное наставление. Тот маленький, у него там проблемы есть, и мы, как говорится, больше внимания ему уделяем, а вот он как бы действительно выпадает из внимания. То есть это вот детки, которые, знаете, они не первые бывают, и не последние, где-то в серединке, и вот особенно в этот момент, это такой критический момент, но он часто выпадает из внимания. Вот что можно сказать вот такому юноше, да, или вот такому тинейджеру, какой совет можете дать ему? Вот вы опять же, как у бабушки, может быть, про бабушки не знаю, есть ли у вас тинейджеры, ну вот, наверное, бабушки, вот, дедушки, да, вот, что можете сказать внукам своим, какой совет можете дать? В Библии написано, наставь юношу в начале пути. Ну, как наставить? Наставить, ну Да, правильно, да, так правильно написано, да, наставить, да, это такой, знаете, уже путь взрослый, да, то есть юноша, это, знаете, как взлетно-посадочная полоса, это, значит, вот он берет разгон, да, начинает расти, и вверх начинает, как говорится... Чтобы научились уступать друг другу. В коллективе они же находятся в школе, там, где они находились, все равно. То есть работать в команде научиться. Тоже, чтобы почитали родители. Тоже, что почитали родители. То есть совет, который был деткам, остается и юношам. Хорошо. Ну а еще, может быть, что-то? Вот если для деток только один совет такой, знаете, Да. дети, послушайтесь родителей. Как-то других советов особо Библия не дает прямо так, да? Потому что детки, ну, они маленькие, они еще мало чего понимают, они должны слушаться родителям, потому что родители для них, знаете, как боги своего рода, да, они должны их направлять, поэтому все, что говорит отец и мать, они должны это все воспринимать как от Бога, да? А вот уже для юношей оставлено немножко больше, то есть Можно уже... им же говорить о Боге. Им же, Что-что? Им же можно говорить о Боге. Так, ну, уже деткам можно было говорить о Боге, конечно. Если но- 3-4 они еще не понимают. Но Уже все равно, такие. даже несмотря на то, что мы же приводим сюда своих деток, да, и 3, и 4, конечно, и благословляем же их, когда они рождаются, и говорим о Боге, да, хоть не понимают, но опять же, основное, да, вот, то есть, как бы, основной посыл, слушайтесь родителей. Слушайтесь родителей. Вот то, что родители говорят о Боге, тоже слушайтесь. То есть, что родители говорят о жизни, тоже слушайтесь. Родители говорят нет, значит слушайтесь. Родители говорят да, слушайтесь. И все, что они говорят вам о Боге, тоже их слушайтесь. То есть, во всем написано. Слушайтесь во всем. Родители, конечно, если верующие, должны говорить о Боге с рождения. А еще, может быть, до рождения. Не то, что может, а точно. Еще в утробе уже нужно этих деток посвящать, само собой. Но вот они уже подросли. Вот они уже все-таки, знаете, у них уже просыпается свое «я», то есть своя личность. То есть ты уже не можешь их, знаете, водить вот постоянно за ручку и вот посядь здесь,
вот сядь здесь. То есть он приходит и говорит, я хочу здесь сесть, я хочу здесь сесть, я хочу там стать. Знаете, то есть я хочу это, у меня есть свое мнение, мне что-то нравится. То есть вы понимаете, что они перешли на другой уровень, и потому вам нужно уже дать немножко другой совет. Все равно родители напутствие, когда камень выходит куда. Конечно, напутствие. Так вот, какое же это Или всегда, напутствие? что в садике говоришь, сам веди себя красиво, и что в школе, что в институт уже поступает. Все равно родители всегда должны интересоваться и напутствие давать, как должен себя вести. Относиться с уважением к окружающим. С уважением к окружающим. Хорошо, хорошие все советы. Ну, давайте посмотрим, что говорит нам Слово Божье. Да? Потому что мы здесь собрались услышать послание, да, от Бога. Да? То есть, как бы, наше суждение это хорошо, но вот что говорит Бог, оно, конечно, лучше. Да? Смотрите, что что говорит нам самый мудрый человек, который жил в этой истории. Да? Это царь Соломон в своей книге «Книга Екклесиаст», он говорит следующее, 11 глава, 9 стих и ниже. «Веселись, юноша, в юности твоей, и да вкушает сердце твое радости во дни юности твоей, и ходи по путям сердца твоего, и по видению очей твоих. Только знай, что за все это Бог приведет тебя на суд». Да, оказывается, не только во взрослом возрасте, а уже в юношеском возрасте он должен осознавать, что все его действия должны или будут иметь последствия. Да? «И удаляй печаль от сердца твоего, и уклоняй злое от тела твоего, потому что детство и юность суета». И далее 12 глава, 1 стих. «И помни Создателя твоего в дни юности твоей, доколе не пришли тяжелые дни, и не наступили годы, о которых ты будешь говорить, нет мне удовольствия в них. Помни Создателя твоего, пока тебе хорошо, пока не пришли тяжелые годы». Да, а тяжелые годы почему приходят? Они приходят по разным причинам. Иногда Господь нас проверяет, иногда Он допускает определенные вещи. Просто так вот, как в жизни Иова, вроде бы Иов ничего не делал такого, но Господь допустил. А часто бывает, что из-за наших какие-то ошибки. Человек, который, знаете, в юношестве, юношеские грехи. Тогда было меньше, а сегодня больше. Ведь все в основном грехи, которые потом приводят человека к последствиям, они начинаются в юношестве, в школе, с компаниями, с друзьями. Кто-то начинает курить, кто-то начинает пить, кто-то начинает, как говорится, еще какие-то излишества, то есть поглощаться излишествами и так далее, и так далее. И потом вот эти грехи, они больше и больше накапливаются и приводят к последствиям. Приводят к последствиям, физическим последствиям, духовным последствиям. Потом наступают тяжкие дни, когда тебе придется платить за все это. Поэтому Библия говорит, помни Создателя твоего. Помни, кто Он. Помни, для чего Он тебя создал. Это один момент. И второй момент, давайте с вами прочитаем Псалом 118. Я, кстати, сейчас вот сестра Юля знает, мы проходим по четвергам книгу Псалма. Очень интересная книга. Поэтому вот из Псалма 118 я хочу прочитать вам стих 9. «Как юноше содержать в чистоте путь свой». То есть избегнуть скверен этого мира, как написано. Избегнуть вот этих всех негативных последствий. Да? Хранением себя по слову твоему. Хранением себя по слову твоему. То есть Слово Божье должно быть настольной книгой каждого молодого человека. Если он избирает другой путь, он обрекает себя на все вот эти тяжелые дни, о которых, опять же, эта книга его предупреждает. Поэтому, дорогие мои, если вы своим подросткам, будь то внукам, будь то еще кому-то, знакомым, не знаю, даете такие советы, тебе нужно в жизни состояться, тебе нужно выучиться, тебе нужно приобрести хорошую профессию, тебе нужно хорошо жениться удачно, тебе нужно в этом мире устроиться, стать на ноги. И никогда им не говорить о том, что вот эта книга должна быть, ихняя конституция, что вот эта книга, с этой книгой не должны просыпаться, с этой книгой не должны засыпать, и с этой книгой не идти. А все, что вы им хотите сказать, это все связано с вот этим материальным миром, то я вам скажу честно, я не буду выбирать выражение, я скажу, грош цена такому наставлению. Опять же, я ни на кого не вас
не смотрю и никому это конкретно не говорю, потому что я не знаю, кто как наставляет своих детей, внуков и так далее. Но я просто говорю, если все, что мы желаем своим детям, это удаться в этом мире, да, то есть найти себя в этом мире профессионально, может быть физически, может быть в семейном каком-то счастье, да, и никогда не сказать им, что вот это должно быть самое главное, то грош цена нашему наставлению, грош цена вашему свету, кто бы вы ни были. Но придерживаться надо. Придерживаться чего? Слову Божию. Конечно, со Словом Божьим нужно вставать, и Словом Божьим нужно продолжать свой день и ложиться. Поэтому, опять же, это то, что вы можете посоветовать своим детям и внукам. Хорошо, ну, все, мы уже, как говорится, оставили и детство, и юношество. Написано, что и то, и другое это суета, и это все пройдет. То есть суета это не значит, что плохо, суета это значит, что нам кажется, что мы станем взрослее, нам кажется, что мы станем сильнее. Но это все проходит, и проходит очень быстро. Да, я вспоминаю себя, где-то когда мне было лет 20, когда моей маме было сколько-то лет, я думаю, это когда-то будет и будет ли. Да, сейчас мне уже 51, и я понимаю, что если я и доживу там до 70 лет или до года, то это совсем не за горами, это будет как один день. Да, теперь я это хорошо понимаю. Ну ладно, ну давайте теперь уже, как говорится, посмотрим, а что мы можем дать, какой совет можно дать своим взрослым детям? Да, ну, детям, которые уже, наверное, может быть, и женились, или вышли замуж, или, ну, уже дети, которые, как говорится, уже такого возраста не как мы, а, по крайней мере, такого разума, как мы. То есть мы с ними можем говорить на равных. Вот что мы можем им дать? Вот как, чтобы у них в жизни это получилось хорошо? Потому что, к сожалению, да, надо признать, мы смотрим на детей, и мы видим, что да, мы хотели бы, чтобы было лучше, но не все так хорошо. Я знаю очень много семей, где, к сожалению, и семейная жизнь этих людей потерпела крах, кораблекрушение. Кто-то вообще ушел из жизни, да, вот так вот внезапно. То есть вот что мы можем посоветовать своим детям, взрослым, чтобы все-таки их жизнь тоже приобрела смысл, чтобы она действительно была, насколько возможно, счастливой? Чтобы они ходили, ну как это было, ходили путями Божьими, и чтобы наставляли своих детей тоже в Господе, передавали познание своей Господе своим детям. Чтобы те Хорошо. тоже вникали в Слово и придерживались его. Ну, давайте с вами прочитаем несколько тоже псалмов. Да, опять же, книга Псалмов нам дает очень много наставлений в этом плане. Но здесь говорится больше о муже, да, то есть о мужчине. Мужчина — глава семьи, мужчина — двигатель, да, как бы, поэтому больше уделяется внимание ему, но не только ему. Вот, но давайте прочитаем. Блажен муж, то есть благословен, счастлив муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. И вот мы говорили, да, когда изучали книгу Псалмов, что такое совет нечестивых, путь грешных и собрание развратителей. Ну, знаете, звучит как-то так, ну, как-то, знаете, звучит как-то вот нереалистично. Ну, это что-то не про нас, наверное. Это, может быть, тогда где-то были какие-то совет нечестивых, путь грешных, собрание развратителей. Где у нас такое есть сегодня, да? Это, может быть, действительно не про нас сказано, может, про тогда, в те времена было. Или это все-таки про нас тоже? Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. Ну, как пример, какой приведите? Да. Ну, какой? Например, алкоголики там собираются. Алкоголики собираются, да? Ну, конечно, я понимаю, да? Ну, знаете, как многие из нас, и даже люди этого мира проходят, они так, знаете, подальше. И я думаю, что вы видите, сегодня, кстати, это возросло. Чуть ли не в каждом дворе, на скамейке вы видите людей, которые, ну, вы понимаете, да, как у нас иногда говорят, отбросы общества. Раньше такого как бы не было, или было меньше, а сейчас оно просто расцвело. В каждом дворе иногда даже бывает негде сесть, потому что они там разложились. Но даже люди этого мира, неверующие, знаете, проходят так, знаете, чтобы подальше как бы от них это вот. Хорошо, не все такие, да, не все такие. Я думаю, что многие неверующие люди понимают это и не являются прямо уж такими, да, но все равно. А вот где другие моменты, да, чтобы нам понять? Вот, чтобы нам понять, что, может быть, есть какие-то другие моменты, которые кажутся естественными, приемлемыми, но на самом деле они не очень-то хорошие. Вот, например, это сейчас много в социальных сетях, да, TikTok, там все. Так, И вот меня нужно тоже Бог обличил. Я, допустим, там посмотрела что-то, читаю комменты, да, да. и там есть и ругань, и маты, Да. и это все.
И я думаю, подожди, мне просто, думаю, а что я Куда как я бы попала? вникаю, ну, как бы тоже сюда, в этом сообществе. Совершенно верно. Господи, прости, да. Интернет, совершенно Да. верно. Соцсети, разные сайты, это есть собрание развратителей, где люди отвращают тебя от Бога, уводят тебя, отвращают, то есть уводят тебя, забирают твое внимание, забирают твое суждение, уводят тебя от Бога. Совершенно верно, совершенно верно. Тот же интернет, тот же телевизор, те же программы, которые вы смотрите, может быть, по телевизору, и даже новости, которые часто мы слушаем, это не есть что-либо, как просто суждение других людей. Всякие разные мыльные оперы, всякие разные там шоу какие-то, будь то музыкальные, будь то, не знаю, там о женитьбе, еще о чем-то, и все, это все отвращает, развращает. Да, мы смотрим, и нам хочется, может быть, с одной стороны, тоже, чтобы у нас такое было. Или мы часто говорим, о, смотри, внучечка, смотри, вот смотрите, как они добились, и может быть тебе где-то там, у тебя тоже вроде какой-то талантик есть, и почему бы тебе не развить, да-да-да, есть, и такое есть. Знаете, мы, смотря на это, перекладываем на себя и, может быть, на своих детей и внуков, и то же самое. А вот смотрите, вы знаете, что вот июнь, да, это месяц такой хороший, но с другой стороны его превратили в месяц гордости, да, правильно, да. Вот, пожалуйста, у нас выходят, тоже не знаю, у нас будет или будет эти всякие парады, там, гей-парады, а в других странах как это вообще уже. Так, а что это? Праздник года. И что вы думаете? Ну, государство же так нормально относится, еще допускает, разрешает. Пожалуйста. А это что, не собрание развратителей? А это не путь грешных? Путь. Путь. Они же идут парад. Путь грешных, пожалуйста. И что вы думаете? И очень многие, ну, у нас, может быть, нет, хотя и у нас это может быть, а в других странах, и в Европе, в Америке, и церкви присоединяются к этому. Присоединяются к этому. У меня даже есть на Фейсбуке друзья, так называемые, ну, знаете, друзей не выбирают, как говорится, но так называемые друзья, которые тут они печатают христианские, но не христианские, что Бог, я с Богом, все такое, а на следующий день они печатают, любовь для всех, как говорится, всем возрастам покорно, всем это вот. Да, вот иди пойми, да, то есть они с Богом или не с Богом, и понимаете, вот, пожалуйста, путь грешный, собрание развратителей, то есть не нужно сегодня искать собрание развратителей, ходить по бару, и некоторые, может быть, это делают, да. То есть не нужно сегодня ходить туда, потому что нам кажется, что это там где-то там, где мы не ходим, да. То есть на куматрии, на свадьбе, не знаю, на какие-то там неверующие, вот, то есть как бы, мы туда не ходим. Нет, это может быть, опять же, как сказала Надежда, интернет, телевизор, то, что государство тоже нам предлагает, или тоже, как говорится, не осуждает, а разрешает, пожалуйста. Можно тоже туда, там тоже быть, понимаете? Поэтому в данном случае блажен муж, который от этого всего отходит, который от этого всего там не пребывает. Да? Написано, но в законе Господа воля Его, и о законе Его размышляет Он день и ночь. Да? И вот мы тоже говорим, что значит день и ночь, как это? День и ночь с Библией в руках, ну это же нереально, нужно и работать, нужно все-таки как-то и спать, и уделять внимание там своим, или не обязательно только. Нет, он все, что происходит с ним, все, что происходит вокруг него, он все это рассматривает через призму Писания. Он все на это смотрит духовными глазами. Он рассуждает обо всех вещах через призму Писания. Это моя ежедневная молитва. Господь, помоги мне видеть этот мир твоими глазами. Вот как ты смотришь на это, так и я хочу смотреть. Вот как ты понимаешь, так и я хочу понимать. Если мне что-то непонятно, если у меня есть свое суждение, открой мне, как должно быть. То есть я через призму Писания. А для этого нужно что его знать. А как можно судить о чем-то через призму Писания, не зная Писания, да? Потому он и говорит, что нужно изучать Писание в законе его день и ночь. То есть он изучает, а потом это переводит на практику. Потом смотрит и теми глазами, которыми он читал Писание, уже на этот мир, но по-другому. То есть это не значит, что нужно, знаете, как фанатик какой-то, ходить там, не знаю, с Библией, навязать себе, как евреи, там на лоб, не знаю, еще куда-то, на руки, как раньше было в Ветхом Завете, так говорилось. Нет, не надо. Это должно быть в сердце. Это должно быть в сердце. Если ты чего-то не понимаешь, ты должен Бога спрашивать.
Да, хорошо, давайте прочитаем с вами еще другой псалом. Это псалом 111. Прочитаем с вами. И здесь блажен муж, боящийся Господа и крепко любящий заповеди Его. Да, можно читать, но не любить. Просто читаем, сколько я прочитал сегодня, я сделал свою дневную норму. Но что ты взял из этого? И собираешься ли ты преклонить свое сердце и разум к тому, чтобы исполнять? Это еще вопрос. А написано, что боящийся Господа и крепко любящий заповеди. А вот боящийся Господа, что значит бояться Господа? Мы об этом не поговорим, может быть, немножко позже, но вы подумайте, что значит боящийся Господа, да? Смотрите, сильно будет на земле семя его, род правых благословится, обилие и богатство в доме его, и правда его пребывает вовек. Обилие и богатство в доме его. 111 псалом, да? И вот давайте прочитаем также 127 псалом, потому что он вторит этому. Блажен всякий, боящийся Господа, ходящий путями Его. Ты будешь есть от трудов рук твоих. Блажен ты, и благо тебе. Жена твоя, как плодовитая лоза в доме твоем. Сыновья твои, как масличные ветви вокруг трапезы твоей. Так благословится человек, боящийся Господа. Вот вам, пожалуйста. Это прекрасное наставление, которое вы можете дать уже своим взрослым детям. Ты хочешь, чтобы у тебя все было хорошо? Или до сих пор у тебя было не так хорошо, потому что, может быть, не было страха Господня? Может быть, ты пребывал совершенно в других моментах жизни, да, а не в Писании, не в том, чтобы удаляться от славы. Поэтому это прекрасный псалом. Ну хорошо, это муж, да, муж глава, муж двигатель, муж мотор, да. Ну, о жене можно что-то сказать, да, вот дочери, может быть, или невесточке, потому что, знаете, как бывает такое, что не складываются отношения у свекрови с невестками, да, вот, но бывает такое, и матеря с дочками тоже иногда не мирятся, есть такие моменты. Ну, вот можно что-то дочери сказать, да, кроме того, что ты такая-сякая, никакая хозяйка, ничего, за мной не смотришь, мне не звонишь, вот какое-то серьезное наставление можно дать дочери, чтобы она все-таки это уразумела и взяла, положила себе на сердце. Слушать мужа. Слушать мужа. Почитай. Почитать мужа. А вы знаете, этого не будет просто так. Вот. Ну, ты скажи, да, что ему можно почитать? Он сидит целый день, ничего не делает. Как говорится, я тяну все и вся, и семью, и его тяну, и все, и его еще и почитать. За что? Этого не будет. Почему? Потому что, знаете, как бы не будет. Должно что-то быть другое. Должно сначала что-то быть. Молиться о нем. А? Молиться. Молиться о нем, хорошо. Ну, молиться. Как молиться о нем? Сколько можно молиться, уже всю жизнь молюсь, и все равно ничего не происходит, и ничего не меняется. Проси мудрости у Бога. Мудрая жена устрояет свой дом. Мудрая жена устраивает свой дом. Правильно. Мудрость. А что в начале? Ну, вера в начале, конечно. Ну, а в начале мудрости что? Страх Господень. Страх Господень. Итак, 31 глава книги Притчи, 30 стих. Если вы прочитаете 31 главу, там написано о мудрой жене, которая устрояет свой дом, которая успешна во всем. Во всем успешна. И в финансовой части, и в экономической части, и в духовной части. Она вообще и бизнесмен, и во всем она, да. И вот смотрите, написано: миловидность обманчива, и красота суетна, но жена, боящаяся Господа. Опять же, должен быть страх Господень. Опять же, возвращаемся к этому, да, вот средняя часть нашей жизни, она должна изобиловать вот этим страхом, да, страхом. Мы поговорим об этом чуть-чуть позже. То есть, опять же, жена боящаяся, если она боится Господа, если она понимает свое положение, она в первую очередь ему подотчетна, она в первую очередь имеет с ним связь, тогда она будет молиться, тогда она будет уважать своего мужа, даже если по-человечески он не стоит этого, да, но она понимает свое место, она понимает, кому она обязана, понимает, кому она будет давать отчет, да, то есть она не будет его злословить. Написано, сердце мужа уверено в ней, он уверен в ней, что она с ним, что она его, как говорится, за ним, да, хорошо, это то, что можно дать женщине. Ну и наконец, я думаю, что здесь большинство людей постарше меня
Ну что ж можно дать пожилым людям, да? То есть уже людям более старшего возраста. А можно вообще им что-то дать? Или знаете, как люди старшего возраста сегодня, знаете, и что ты будешь мне говорить? Я тут прошел, как говорится, всю жизнь, и как-то дошел, и еще мне, как говорится, ты будешь давать такой неоперившийся свои советы. Ну, знаете, как у нас люди старшие говорят иногда. Да, то есть какой же совет можно им дать, чтобы вот он все-таки для них действительно был таким запоминающимся, ярким, да? Давайте подумаем. Покаяться и принять Господа, потому что мама осталась. Покаяться и принять Господа. Да, ну, это всегда нужно, без этого, конечно, никуда. Ну, а все-таки еще что-то может быть? Знаете, такой вот яркий совет, который он запомнится. Ну, Надежда сегодня говорила так, она упомянула этот момент. Я вот запомнил, что она сказала, даже процитировала этот стих. Может быть, даже не задумывалась о том, что она сказала, но она это упомянула. Итак, Псалом 91, стихи с 14 по 16. «Насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего. Они и в старости плодовиты, сочны и свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Они в старости, да, плодовиты, сочны и свежи. Но в первую очередь, как сказала сестра Юля, они должны быть в Господе. Написано, насажденные в доме Господнем, они цветут во дворах. Если ты не в доме Господнем, то ты не будешь цвести, не будешь, потому что написано, что нечестивые, они как прах, возметаемый ветром, прах, сухость, да? То есть они цветут в доме Господнем, только в доме Господнем. Поэтому если пожилой человек не в доме Господнем, если он за пределами этого дома, то в первую очередь ему нужно попасть в дом Господень. Не просто сюда прийти, а быть частью церкви, частью вот этого незримого дома, да, в который человек вводится никем иным, как Духом Святым. Когда он кается, когда он признает Иисуса Христа своим единственным Спасителем, когда Дух Святой переселяет его из этого мира в Дом Господень, в церковь. То есть он должен быть там. И вот это есть залог будущего успеха. По-другому нет. Поэтому если вы говорите с пожилым человеком, будь то знакомый, сосед, может, у кого-то еще родители живы, да, то есть вы должны не стесняться, а задавать вопрос прямую. Почему? Если мы постесняемся спросить его, где ты будешь, когда ты умрешь, то что того, что мы выиграем его, наверное, на остаток этой жизни. Да? Мы побоимся сказать, потому что мало ли что он подумает о нас. Да? То есть, что мы выиграем от того, что мы не зададим этот вопрос, и он так и никогда не узнает, что ему нужно делать. А если мы зададим вопрос, и на нас посмотрят, говорят, а что тебя это интересует? Я говорю, я интересуюсь, потому что мне не безразличен ты, мне не безразлично твое будущее, твоя душа. Ну, если он скажет, как говорится, до свидания, я не хочу с тобой иметь дело, ну так это его выбор, да. Но если он послушает нас, да, то есть мы приобрели душу, возможно. И дальше написано, они цветут во дворах Бога нашего, они в старости плодовиты, сочны и свежи. И вот тут нужно разобраться, плодовиты, сочны и свежи. Что здесь имеет в виду автор? Почему вот он говорит вот эти три вещи? Плодовиты, сочные и свежие. Что такое плодовитые? Как вы думаете, вот он имеет в виду здесь плодовитые, наверное, в том, что в старости они еще смогут там иметь наследство, да? То есть, как бы, знаете, как иногда выходят, ну, знаете, у нас есть такие моменты, пары, где там ему за 80 лет, ей там, не знаю, сколько, за 30, да, но у них появляется еще ребенок, да, то есть, вау. И вот он такой радый, такой, вот, есть порох в пороховницах. То есть об этом здесь говорится или нет? Нет. Нет. Они развили плод Духа Святого. Плод, но не Духа Святого. Духу Святому, кстати, не нужно приносить плоды. Духу Святому не надо приносить плоды. Плод нашего Духа. Да. Духа нашего, наш Дух должен приносить плоды. Когда мы говорим о плодах в послании к Галатам, 5 глава, там упоминается Дух, да?
Но Духу Святому зачем плоды приносить-то? Нет. Зачем? Мы Дух должны. Святый, да. Дух Святой помогает нам принести плод, Взращивать. но мы должны свои плоды. В нас должен быть плод. Взращивать в Да, себе. да, то есть совершенно верно. Это правильно. Вот плоды Духа Святого должны быть. То есть мы должны преображаться в образ Христа. И написано, что самый главный плод или самый совершенный плод является что? Любовь. Любовь, конечно, написано совокупность совершенства. Все остальные плоды, и мир, и долготерпение, и надежда, да, и кротость, это все части грани любви. То есть любовь всеобъемлющая, да, то есть и Божья любовь, почему даже первое, второе послание Петра начинается с веры, заканчивается любовью, да, то есть если ты имеешь любовь, ты имеешь все остальные тоже качества. Если ты не имеешь любви, то не может быть такого, чтобы все остальные были. То есть, а имея любовь, все остальные качества будут там, в ней. И кротость, и долготерпение, и добродетель, и воздержание, и терпение, и благочестие, братолюбие. Все это будет вместе с любовью, потому что любовь есть совокупность совершенства. То есть это один плод, это одна часть плода. Это внутренний, это твой дух, да, который преображается, он, значит, дает такой плод. А вторая часть плода какая? Внутренний плод для Царства Божьего. Плод для Царства Божия, да, то есть то служение, которым мы занимаемся, да, то служение, на которое Бог нас определил в церковь. В церковь. В церкви ты должен тоже определить свое место. Ты должен понять свой духовный дар и этим даром служить, чтобы тоже приобрести определенный плод. Да, ты должен понять, что ты являешься частью церкви, дома Господня, и там ты должен служить тем даром, который Господь тебе дал через Духа Святого. То есть ты должен определить его. Для этого поставлено пастыря, чтобы помочь определить каждому из нас. Но в первую очередь, опять же, мы должны быть членами церкви. Да, мы должны определить, какой дар. Для этого нам поставили учителя, служителя, другие, чтобы нам раскрыться, да, как мы раскрываем своих детей. И тогда мы начинаем служить этим даром и тоже приобретать определенные плоды. То есть два момента. Плод Духа личный и плод для церкви, для Царствия Божия. Не будет этого. Тогда написано, что он делает с веточкой, которая не придает плода. Срывает. Обрезает. Почему вы думаете, человек умирает? А зачем он нужен, если он ничего не делает, только сосет. Вот только приходит, слушает, сосет, впитывает, а отдавать ничего не отдает. Зачем нужна такая веточка, которая забирает у других, а отдавать ничего не отдает? Поэтому запомните, если вы хотите прожить на земле побольше, то подумайте над тем, чтобы быть вот этим сосудом, который постоянно отдает. Хорошо. И дальше написано, что они плодовиты, да, это мы уже говорили, сочны. То есть, да, сочность, чтобы нам понять, она отличается от чего? Сухость, да, то есть бывает такое, что мы разрезаем какое-то яблоко, оно вроде с виду красивое, но когда мы начинаем кушать, знаете, мякоть есть, но она не сочная. И знаете, она как-то вот даже трудно нам ее проглотить, и не хочется. Один раз откусили, второй раз откусили, а яблоко не сочное. Или другой какой-то плод снаружи вроде бы ничего, открыл, а он не сочный. И арбуз такой бывает, да, знаете, уже переспевший или завявший. Вот он не сочный. То есть мякоть вроде бы есть, но и краснота есть. А он не сочный. То есть, а вот сочность, она придает вкус, она придает, знаете, вот такую живость, да, этому фрукту. А вот что делает сочным, да? Вот что делает сочным вообще, например, вот скажем, мясо даже, вот, хозяйки, знаете, готовят. Мясо бывает суховатое. Суховатое бывает, там бывает не суховатое, бывает сочное, бывает вкусно. А вот что делает мясо, скажем, более сочным? Что нужно сделать, чтобы оно было более сочным? Ну, кроме воды того, чтобы добавить, понятно, естественно. А вот что еще нужно добавить, чтобы оно было более сочным? Вы знаете, я не хозяйка, я не умею прямо готовить так сильно, хотя в последнее время занялся небольшой кулинарией, да, вот, но, знаете, для меня было понятно. Соль. Когда ты добавляешь соль, она притягивает воду. Я даже вчера нарочно посмотрел. Да, именно соль делает, скажем, то, что мы готовим, более сочным.
соль. Почему написано «Слово ваше да будет» что? Приправлено солью. Итак, давайте с вами прочитаем этот стих, который записан в послании к Колоссянам. Послание к Колоссянам прочитаем с вами 4:6. Послание к Колоссянам 4:6. Слово ваше да будет всегда с благодатью, приправлено солью, дабы вы знали, как отвечать каждому. Что такое соль в данном случае? Вот приправлено солью. С благодатью и солью. Что написано? Вы соль земли. Да. Что такое соль земли? А не посолишь, невкусно будет. Ну понятно, но что это? Вот что такое соль? От В чем? влияния, от порчи она предотвращает. От Правильно. греха, наверное. Мудрость! 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 Вы есть истина на этой земле. Вы есть мудрость этой земли. Нету мудрости ни у кого искать ее на этой земле, как только у верующих людей. Они, написано, имеют разум Христа. Нам дан разум Христа. У нас есть помазание, которое нас учит. Мы смотрим на этот мир, как смотрит Бог. К нам должны идти люди этого мира за мудростью. Не к ученым, не к врачам, не к президентам, не каким-то там еще организациям. К верующим. Мы есть соль земли, мы есть суть. Мы есть мудрость этого мира. На самом деле. Мы есть. Да? Потому что нам дан разум Христов. Поэтому если вы разговариваете с другими людьми, но от вас идут только сплетни, какие-то там ссоры, споры, еще что-то, то это не есть мудрость. Написано мудрость, которая сходит свыше, она мирна, чиста, послушлива, полна добрых плодов. Да? То есть вот в чем ваша суть. Если вы хотите действительно быть сочны, то каждое ваше слово должно быть приправлено Божьей мудростью. Так, молитесь об этом, молитесь об этом. Какое наставление вы даете своим близким, тем людям, которых вы знаете? И последнее, свежи. Они свежи. Вот что можно сказать о свежести? Знаете, ну какой хлеб вы будете кушать, свежий или черствый? Я понимаю, что может кому-то нравится черствый хлеб, может кто-то там по болезни будет есть какой-то черствый. Но в принципе, знаете, да, когда такой хлеб, который только вышел из печи, такой, знаете, подрумяненный, нам так нравится, бывает ему часто мы едим, может быть, какой-то только арбуза или что-то, свежий хлеб. То есть он всегда и запах имеет, и текстуру, то есть всегда нам нравится свежее что-то, да? То есть вот что можно сказать о свежести? А что значит? Исполняться духом. Исполняться духом, да, хорошо, хороший момент. Ну вот, знаете, вот такой момент исполняться духом, вот как это перевести, это вот, знаете, опять же, в плоскость практическую. То есть, ну звучит красиво, и правильно звучит, а вот как это сказать людям, как это исполняться духом? Исполняйся духом, ну и что дальше? Вот что можно посоветовать им в этом плане? В первую очередь слово читать, во-вторых, прославлять Бога, молиться. Ну вот смотрите, вот, например, если если что-то лежит, опять же, хлеб, да, вот он лежит, мы его не кушаем, то он постепенно засыхает. Как бы ты ни хотел его, чтобы он был свежий, но все равно он засыхает, правильно? То же самое здесь. Вот мы приходим изо дня в день, из недели в неделю, из месяца в месяц, в одно и то же время сюда. Вот приходим, садимся на то место, слушаем, делаем одно и то же. И что вы думаете? И мы все равно засыхаем. Конечно! То есть, а если, например, сосуд наполняется водой, эта вода в нем постепенно стоит, вы понимаете, помните, там она испаряется, и остается такой налетик, да, на стеклышке. То есть вы понимаете, что эта вода уже старая, она уже испаряется уже, потому что ей некуда испаряться. А если мы этот сосуд постоянно опорожняем, наливаем, вода не застаивается, вода не пахнет, налета не остается, да? То есть, опять же, должно быть вот этот момент, это должен быть момент истечения, наполнения. Почему он говорит, что когда слово мое зайдет в тебя, из тебя польется поток живой воды. Не станешь озером надежды, как поется в какой-то песне,
а ты будешь рекой. То есть у тебя будет поток постоянно. Ты будешь наполняться словом и будешь его отдавать. Наполняться и его отдавать. Наполняться и отдавать. Потому в тебя свежесть не придет. Это один момент. А второй момент, это 12 глава послания Римлянам. Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть наш ум должен постоянно обновляться. А если он не будет обновляться, то он что? Он начинает стареть, он начинает гнить, он начинает издавать запах, да? То есть вот все те, например, опять же, почему в медицине? Опять же, как медик, мы должны проходить курсы подготовки, курсы квалификации, потому что все меняется, все развивается. Если ты сегодня в 21 веке, как говорится, пользуешься принципами там, не знаю, прошлого века, то ты далеко отстал. То есть как у нас во всем, во всех аспектах нашей жизни есть какой-то прогресс, есть какое-то движение, точно так же должно быть и здесь. Мы должны постоянно быть в поисках воли Божьей на этот день, на эту неделю, на всю жизнь. Господь, что ты хочешь, как ты хочешь, Господь. Я предаю тебя себе, я прошу тебя, Господь, покажи мне. Да, то есть написано, познавайте волю Божью, не сообразуйтесь с веком сим, не пребывайте в интернетах, не пребывайте в телевизорах, не пребывайте в пустых разговорах, да, а написано, преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать, что есть воля Божья, благая, угодная, совершенная. И я постоянно ищу, Господь, я каждое утро выхожу, я говорю, Господь, я хочу познать Твою волю в отношении меня, моей семьи, да, я хочу. Потому что я хочу пройти по этому узкому пути правильно, не хочу мыкаться от двери к двери, от человека к человеку, чтобы мне кто-то сказал, куда, как. Нет, я хочу пройти один раз одной дверью. Правильно, совершать как можно меньше ошибок. Понимаете, вот что есть свежи. Вот что есть свежи, когда мы постоянно обновляемся, когда мы постоянно вычерпываем из себя, может быть что-то плохое, может быть что-то хорошее, но мы постоянно обновляемся, понимаете, поэтому это очень важно делать, если мы не прикладываем к этому усилия, ну как-нибудь, ну там главное, что уже билет на небеса есть, а там уже как будет, так будет. Нет, мои хорошие, нужно написано прикладывать усилия, потому что Царствие Божие усилием берется. Поэтому, если не будем этим делом заниматься, то, к сожалению, мы останемся без плода. Мы будем вот это как засохшая веточка, которая в конечном итоге, а зачем ты нужна? Ну зачем ты нужен? Столько лет я тебе говорил, столько лет я тебя, как говорится, тебя ждал, но ты так и не понял. Ты так и не сделал для себя это приоритетом. Ты влаживал себя, не знаю во что, в материалку, там еще какие-то ненужные развлечения, еще какие-то ненужные вещи. А вот то, что нужно для тебя и для твоей семьи, потом посмотри на себя, потом не жалуйся, что что-то пошло не так. И у тебя, и у твоих. Поэтому вот рецепты, которые Господь желает нам оставить, и чтобы мы это потом передавали своим детям, внукам, соседям, знакомым. Будьте действительно приправлены солью и благодатью. И никогда не смотрите на то, как другие посмотрят на вас. Если они посмотрят на вас и отвернутся, это их проблемы. Это их проблемы. Но если они послушают, вы их приобрели. И потом они скажут вам спасибо. Вот это то наставление, которое я хотел бы вам оставить, чтобы вы это для себя взяли, поразмышляли. Ну, а если кто-то еще не вошел в этот дом Господень, если для кого-то это все еще остается, знаете, не больше как красивые слова, то я хочу призвать вас действительно к покаянию. Покаяние – это когда мы смиряемся перед Господом. Когда Господь говорит, послушай, ты хочешь эти благословения иметь? Значит, ты должен сделать первый шаг. Этот шаг называется покаяние. Если вы еще не сделали покаяние, если вы еще не попросили прощения у Господа и не признали при этом Иисуса Христа единственной платой за ваш грех, Господь прощает вас, и Он даже говорит, я заплатил за твой грех, но ты должен покаяться, и ты должен признать, что Иисус Христос есть единственная плата, ничто другое, то таким образом вы не сможете войти в Дом Господень. Поэтому для этого нужно сделать покаяние и признание Иисуса Христа как единственная плата за грех. И тогда написано, Господь вводит вас в Дом Господень Духом Святым, в Его Вселенскую Церковь. И дальше уже начинается действительно жизнь вхождения с Господом. Поэтому если кто-то еще этого не сделал,
то сегодня у вас есть прекрасный шанс выйти отсюда измененным. А сейчас давайте мы помолимся. Господь дорогой, благодарю и славлю Тебя за этот прекрасный день, за эту возможность, Господь, проповедовать Слово Твое, Господь. И проповедуя его, я желаю, чтобы я не остался недостойным, чтобы я сам, Господи, в первую очередь, и моя семья также следовали Тебе, следовали Твоему Слову, Господь Иисус. Были теми сосудами, которыми Ты хочешь нас видеть, Господь Иисус. Чтобы мы были сочны, плодовиты, свежи во всякое время. Чтобы Слово наше было приправлено солью. Чтобы мы ходили в страхе Твоем, Господь, пребывали в Слове Твоем, отвращались от злых путей этого мира. Господь, я прошу Тебя об этом, Господь, для каждого, кто здесь собрался, чтобы, слыша это, Господи, они также могли для себя сделать правильный выбор, который ведет к жизни, который ведет к долголетию, который ведет к благословению не только их, но также и близких им. Все это просим во имя Иисуса для славы Твоей. Аминь. Благодарим, Павел Андреевич, за такое полезное слово. Правда было полезно? Практичное. Много взяла для себя. У меня внуки растут, я все